Мне кажется, что главное, конечно, это друзья. Но никогда не стоит забывать о том, что для того, чтобы заслуживать какое-то уважение, тебе нужно воплощать свои желания в жизнь, делая свои любимые дела и свою любимую работу. Вот именно в балансе все очень хорошо. У меня, например, был такой период, когда у меня, например, плохое настроение, я ехал, покупал себе технику. У меня квартира полностью забита какими-то колонками, пультами, какими-то диджейскими там штуками, куча каких-то маленьких колонок, 4 ноутбука. Потому что я каждый раз начинал жизнь заново. То есть, приобретая какую-то такую вещь, я как будто бы очищался, да, мне становилось хорошо. Но я понимал, что... Но я все-таки понял, что... Это, в принципе, это имеет предел. Человек все равно должен делиться радостью с кем-то. Одному, когда ты видишь невероятный какой-то закат, да, или невероятный какой-то там, какой-то рассвет, преломление там лучей, сиреневое небо, тебе обидно видеть это одному и радоваться этому одному. Возьмем педагогов, поскольку в моей жизни начальством были прежде всего они. У них я брал уроки мастерства и уроки, в принципе, даже жизни. Но у меня были такие педагоги, которые преднамеренно воспитывали психику будущего артиста. То есть у меня была педагог, ее звали Маргарита Иосифовна Ланда, и вот у нее были такие элементы воспитания в тебе стержня. Она иногда просто прерывала там мою распевку, кричала, издевалась. В хорошем смысле я понимаю, насколько это было необходимо мне в тот момент, чтобы почувствовать какую-то злость и захотеть доказывать, что я не осел. И говорила, что иди продавай семечки у метро, у тебя ничего не получится. У меня же есть тоже сотрудники, на самом деле. У меня есть группа, у меня есть люди, с которыми я работаю. Но я прежде всего всегда стараюсь построить это на человеческих отношениях. Хоть даже иногда мне делают плохо. Всем известен факт, что каждый водитель, каждый автолюбитель считает себя, действительно, не больше, не меньше, а профессиональным водителем, шумахером и, я не знаю, человеком, который прошел огонь и воду и медные трубы. А все почему? Потому что машины стали лучше, дороги стали тоже поправляться, вот, и все-таки звукоизоляция, мне кажется, делает полдела. Я, в принципе, сам года 3 назад очень сильно лихачил, даже специально выезжал по вечерам на МКАД, потому что там можно разгуляться. И вот в этом безветрии, так сказать, с хорошим кондиционером, с хорошей музыкой, с хорошей машиной, хотя на то время у меня была, чуть более или менее дешевле, чем сейчас, поэтому сейчас я особо не лихачу. И, в общем, амортизация работает хорошо, да, и поэтому ты не чувствуешь скорости. Стоит только открыть 2 окна и почувствовать вот этот ветер, да, где-то на скорости 120-140, ты сразу понимаешь, что нужно сбавить. Поэтому хочу сказать, люди, пересаживайтесь на более дешевые машины для собственной безопасности. Подобная машина совершенно необходимая, думаю, потому что она очень экономит время. Можно и мышцы накачать, кстати. Вот заодно верхнюю часть туловища держать в форме, надеть перчатки и, в общем, двигать папки, открывать их, как это происходило в кино с Томом Крузом. Первый раз я сел за компьютер, это было в году, мне кажется, в 90-м, может быть, в конце. Там был черный экран и зеленые такие горящие буковки. Я человек уже того поколения, в котором сошлись 2 эпохи. Это незнание компьютеров, незнание мобильных телефонов и знание их. И уже сейчас даже не могу себе представить без мобильного. Я помню, как я ходил с пультом от видеомагнитофона, потому что мне тоже хотелось телефон. Делал вид, что это телефон, и все действительно думали. Самое главное было не задерживаться мимо прохожих, а проходить быстро, чтобы не было прочитано, что это пульт от видеомагнитофона Акаи. Все идет к тому, чтобы максимально сэкономить время человека.